Всем привет, всем здрасте, дорогие друзья, с вами Кисель, и 15 обновление вышло, и много чего было введено. В частности, можно проникнуть в вихрь торгоидов. Как это сделать? Видосы вышли буквально вот недавно, за час до этого. Так вот, что же там внутри и как со всем этим взаимодействовать? Обо всем подробнее далее. С вас, как всегда, лайк, подписочка, колокольчик, с меня контента, если хотите поддержать меня и контент, который выходит на канале, то все ссылочки в описании под видео, бусти и донатики. А теперь поехали. Когда это дело я увидел на стриме, я прям, можно сказать, офигел, потому что выглядело это максимально эпично. Будет ли это выглядеть здесь так же, не ясно, потому что очень важен угол, с которого вы заходите. Вы увидите либо боковую часть этого сия чуда, либо лицевую. Вот с лицевой было прям довольно-таки эпичненько. Не забываем про нейтрализатор торгоидских импульсов, конечно же. Мы внутри. Видите там? Кое-что. Кое-что огромное. Друзья, знакомьтесь. Торгоидский титан. И нет, это не кликбейт. Это действительно титан. Дальше объясню почему. Гигантский торгоидский корабль, который, как мне кажется, намного больше наземной торгоидской базы. И тут я вам скажу так. Очень и очень весело. Корабль рекомендую подготовить соответственно. Видео об этом есть на канале, оно было предыдущее. Вы сейчас можете заметить желтое свечение в центре. Это либо ворота, либо портал. Работают как в одну сторону, так и в другую для торгоидов, но не для людей. Я брал с собой и торгоидские сердца, и неопознанные реликвии, и фрагменты ткани торгоидов, торгоидских перехватчиков. Что я только не брал. Не пускает. Невидимая стена. А если прям долго там находиться под этим свечением, может быть следующее, то что вас просто выкинет со скоростью 10 тысяч километров в секунду. Ой, извините, метров. И да, когда мы на бесшумном ходе, температура у нас очень низкая, торгоидам на нас насрать. Звуки просто сумасшедшие. С обратной стороны еще веселее. С обратной стороны очень-очень много турелей. Да, это огромная штука еще при всем при этом. И отстреливается. И отстреливается довольно порядочно. И, кажись, меня спалили, потому что близко подлетели. Но это не проблема. Вот, у турели начинают по нам работать. Но это с этой стороны. С той стороны все гораздо хуже. Турелей, как видите, здесь гораздо больше. Напоминает, конечно, наземную базу, но по ощущениям гораздо больше. Давайте проведу экскурсию. Вначале убедимся, что это титан. Нужно заагрить их, чтобы турели этой бандурины вылезли. И смотрим. Турель титана для сдвоенного огня. Титан. И да, лучше летайте сюда в соло, потому что если полетите в опене, тут всегда будет боевка и будет, очень уж неудобно. В соло можно летать на тихом ходе под теплоотводами, и как бы им будет абсолютно насрать на вас. И да, цвет базы тоже меняется. Красная, значит, она вас будет атаковать. Зеленая, ей наплевать. Оранжевая, она что-то там заметила. Сейчас пока еще красная. Вот цвет меняется. По бокам, как вы видите, есть то же самое свечение. Но, так сказать, дырдочка более меньшего размера. Оттуда вылетают скауты, то есть торгоидские разведчики, которым вроде как даже подняли урон.
Плюс, видите, вот эти вот столбы пара. Там кое-что у нас открывается, и там есть материалы 5-го грейда, которые потом нам когда-нибудь да понадобятся. Но пролезть внутрь этой штуки тоже нельзя. Там нас выталкивает что-то вроде пара. Выглядит следующим образом. И вот материал. Дефекты теплового стока. Их можно вытащить, реально можно. Нужно сначала сбить их, а потом дроном-сборщиком собрать. Но собрать их только можно тогда, когда после их сбития их отсюда выкинет. На стриме это делал. Пока для чего это нужно, неизвестно. Вот его описание. Соскоб, взятый вблизи теплового стока торгоидского титана. На материал, по-видимому, повлияли колебания температуры среды. В нем есть признаки наличия микробиологической жизни. Уровень редкости 5. Инженеры используют материал для создания улучшений. Пока что нет, но в скором времени да. Как мне кажется. Фронтир очень сильно любит растягивать выход обновления. И контент, связанным с ним. Также на этой огроменной бандуре есть вот такие вот маленькие прыщички. Их довольно тяжело заметить, но вблизи их можно увидеть. Их можно выбрать как цель. И с них будут тоже падать материалы. Окаменелые фрагменты. И что у нас здесь про этот материал? Соскоб, взятый с внешней поверхности торгоидского титана. Материал обладает невероятной прочностью и устойчив ко многим видам повреждений. Инженеры используют этот материал для создания улучшений. Но пока что нет. И вот давайте-ка поговорим по поводу «пока что нет», но то, что мы уже можем почитать. Заходим в управление кораблем-носителем, если, конечно же, он у вас есть. Заходим в раздел торговли, в управление рынками. Ну, можно через фильтр, а можно просто пролистать вниз на спасенное имущество. И листаем вниз. Неполный образец ткани пасти титана. Неполный образец ткани титана. Образец глубокой ткани пасти титана. Образец глубокой ткани титана. Образец едких тканей. Образец ткани пасти титана. Образец ткани титара. Ну, как бы это уже есть в игре. Но пока мы этого взять не можем. Как говорю, фронтиры очень сильно любят растягивать обновление с момента его выхода и до следующего, как черкаш по жопе, извините. Потому что, ну, это уж очень долго. Почему сразу нельзя все это сделать доступным? Почему нужно все это выкладывать через неделю, а то и дальше? Это страшно бесит. Также вы можете заметить глифы, и, при большому сожалению, они точно такие же, как и у всех торгоидов. Я говорю именно про центральную часть. И вот подтверждение того, что я говорил, что этот проход, ворота, портал работают в обе стороны. Торгоид просто улепетывает туда. При этом он проходит совершенно спокойно, не напрягаясь. Мы так сделать не сможем. На стриме пробовали, стрим длился 8 часов, повторюсь. Много чего брали с собой, ну вообще никак, без вариантов. Размеры этой штуки, ну, наверное, даже, ну не то что поражают, ну, по крайней мере, восхищают и радуют, потому что действительно огромный дрын. Те открывающиеся люки, откуда идет пар, может быть, это вообще сердца, которые нужно будет вынести, а это будет что-то большого, гигантского рейд-босса, потому что если я сейчас начну здесь заварушку в плане боя, какое-то время я здесь выживу, но меня просто аннигилируют. Те самые турели, которые на этой штуке имеются. Они дамажат очень сильно, и даже если их уничтожить, они все равно регенятся и появляются заново. Я молчу про торгоидов-перехватчиков с их роями, я молчу про торгоидов-разведчиков. И да, здесь же у нас есть еще один новый тип торгоидов. Новый класс торгоидов. Торгоиды-охотники. То есть глифа. Давайте-ка попробуем нарваться на одного из такого. Кайт Фантом, конечно, хорош для такого места, но внешнего оборудования не хватает, вооружения тоже не хватает, приходится реально ухищряться и... Ну, в общем, дорога в один конец примерно. Отсюда не выпрыгнуть, пока вы не вылетите за пределы. Всего въехали. Удивительно то, что они меня практически не видят.
Вам не кажется, то, что торговецкий перехватчик немножко странный? Это Орф. А вот и пошла веселуха. А где у нас еще появляются орфы? Правильно, в системах, где торгоиды у нас, так сказать, хотят появиться, скажем так. И да, тут не просто еще сдвоенные пушки Титана, которые отстреливаются, тут еще ракетные установки имеются, которые запускаются с этой базы. Эти все турели сносятся, ну прям очень быстро. Но дамажат они, конечно, тоже знатно. Хочется, знаете, новых каких-то кораблей, которые могут здесь в Соляново провести какое-то время. Что-то вроде эсминца, который будет вести бой, скажем, с борта, как это в Star Conflict сделано. Ну, как по мне, ну прикольно же. Это только 4 АИ многостволки. Можно поставить 6. Но не на этот корабль. Как делать, думаю, знаете. И что-то как-то глефы долго собираются. Если у вас будет большой корабль, вам будет сложнее здесь, естественно. По вам будет проще попадать. Ну это же реально просто мясорубка. Биться с торгоидами в таком месте, друзья, ну это, как по мне, прям тотальный капец. У нас нет вооружения стражей, а антиинопланетными многостволками, даже модифицированными, тут, ну прям грустно. Тут реально нужно делать рейд. Причем не одно крыло. Лучше целых 2. А то и 3. Тут не улететь нормально на перезарядку, не улететь нормально на починку. Ничего этого сделать нельзя. Можно, конечно. Вам нужно вылететь и пролететь 70 километров. Под отталкивающей волной, под волнами с коррозией. Это максимально паршиво. Фронтиры, конечно, сделали круто. Вот она, мразота. Реально мразота. Щиты у нее есть, корпус у нее есть, разбирается совершенно спокойно, просто это нужно долго делать. За нее дают 6,5 миллионов. Или 5,5. Суть в том, то, что говнюк маленький, говнюк быстрый, фигачит молниями, фигачит ракетами, вырубает рандомно вам модули, и ракеты вроде еще и ФСД удерживают. Мерзко. Реально мерзко. И как вы видели, таран я сделал, и толку не было. И когда он бьет молниями, он заряжает себе щиты. Не знаю, как это постоянно происходит, но сейчас так оно и было, как и это было на стримах. Обратите внимание, как у меня тает крает. Ну вот, опять он шарахнул по мне молниями и зарядил свои щиты. Щиты, как у обычного торговца, можно снимать, конечно, лазерами с теплоотдачей, но... Как бы... Это фантом. Даже на анаконду, поставив все эти многостволки в размере 6 штук, у нас будет только 2 лазера с теплоотводом первого размера. Нужны новые корабли, ребят. Одному тут ловить абсолютно нечего. Но Крайт уже развалится, это 100%. Просто еще говорю, отсюда нужно вылететь и пролететь все то расстояние, которое мы преодолевали, когда летели сюда. А это, ну, очень много. И вот я все еще его бью. Все еще. И у него снова появляются щиты. И сейчас будет представление. Надеюсь, я доживу до этого момента. Еще один режим этой базы. Если что, урон от этой синей штуки не идет. Это что-то вроде, как я понял, отталкивающей волны. Она так выглядит, когда запускается на Титане, когда вы находитесь рядом.
И корабль болтает, корабль отталкивает, но не так сильно, как это происходит во внешних слоях Торгоидского вихря. И самое обидное, то что прилететь туда на щитах можно, но чтобы щиты у вас были нормальные, вам нужны усилители щита. А для этого нужны внешние слоты. А там у нас все либо теплоотводы, либо антикоррозийка, плюс нейтрализатор торгоидского импульса и прочее. Это жопа. Можно сделать, конечно, крылья, типа лететь на катерах, поставить им АИ вооружение и по бокам поставить лазеры, которые будут с накачкой щитов. И так вот летать. Как вариант, но кто этим будет заниматься, друзья? Это заинженеренный корабль, заинженеренный в мясо. Это контент для игроков, которые могут себе позволить просрать, скажем, 50-60 миллионов на фит катера в плане страховки, потому что сам корабль стоит в готовом варианте чуть ли не миллиард. Очень странное решение у фронтиров, но выглядит, конечно, эпично. И да, конечно же, новые корабли были введены не людям, а торгоидам уже второй раз. Бог, как говорится, любит троицу, вроде так говорится, если что, поправьте. Вам не кажется то, что это странно? Я считаю себя NPC в этой игре, потому что фронтирам все самые крутые ништяки и штуки. Вам так не кажется? А у меня на этом все. Всем спасибо, друзья, за ваши просмотры, лайкосики, подписочки, донатики и все это прекрасное. В описании под видео всевозможные ссылочки, плейлисты, социальные сети и помощь каналу. С вами был Кисель, всем до встречи и пока-пока. Увидимся с вами завтра, ну или сегодня на стриме, если он будет. И кажется, не будет, потому что сегодня вышло уже 3 видео по элитке. И я думаю, будет 4-е, еще возможно 5-е. До встречи.